Раз уж мы заговорили о США и Китае, остановимся на этой паре подробнее. Китайский дракон сегодня ведет себя не как мифическое чудовище, а как осторожный, расчетливый игрок. Расправляет крылья в экономике, но внимательно следит, насколько близко подходят американские корабли и санкции. Между Вашингтоном и Пекином гибридная конкуренция. Две державы остаются экономически взаимозависимыми, но расходятся по ключевым вопросам безопасности от Тайваня до технологий. Вашингтон снижает зависимость от китайских цепочек поставок в чувствительных секторах и ограничивает доступ Пекина к передовым полупроводникам. Китай отвечает ускоренной локализацией производства, поддержкой собственных технологических компаний и попытками перестроить глобальные цепочки в свою пользу. При этом объем торговли остается огромным. Мировая экономика все еще опирается на китайское производство и американский рынок. Разрушить эту связку не может ни одна из сторон. Главная проблема – безопасность. США укрепляют союзы в Индо-Тихоокеанском регионе, усиливают военно-морское присутствие и дают понять, что готовы защищать Тайвань. Китай наращивает давление вокруг острова и считает американскую стратегию попыткой сдерживания. Несмотря на жесткую риторику, каналы связи сохраняются. Ни Китай, ни США не заинтересованы в открытом конфликте. На этой неделе Трамп опять поговорил по телефону с Си Цзиньпинем и, надо сказать, был в восторге и успокоил мир. У меня только что состоялся очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпинем. Мы обсудили множество тем, включая Украину и Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные товары. Мы заключили отличную и очень важную сделку для наших замечательных фермеров, и она будет только улучшаться. Наши отношения с Китаем чрезвычайно крепкие. Этот звонок стал продолжением нашей крайне успешной встречи в Южной Корее 3 недели назад. С тех пор был достигнут значительный прогресс с обеих сторон в поддержании наших договоренностей в актуальном и точном виде. Теперь мы можем сосредоточиться на общей картине. В этой связи председатель Си пригласил меня посетить Пекин в апреле. Я приглашение принял, и я, в свою очередь, пригласил его в США с государственным визитом позже в этом году. Мы согласились, что важно часто общаться, и я с нетерпением жду таких контактов. Спасибо за внимание к этому вопросу. И телефонный разговор Трампа с Си Цзиньпинем я попрошу прокомментировать Романа Файншмидта, востоковеда, специалиста по Восточной и Юго-Восточной Азии. Добрый вечер, Роман. Как это понимать? Наши отношения с Китаем чрезвычайно крепкие. Все позади, нет торговой войны, и нам только и ждать, что взаимных визитов лидеров Китая и США? Добрый вечер, Алия. Действительно, 2025 год чем-то напоминает эмоциональные качели или американские горки, как вам удобнее. Ведь еще в апреле этого года Дональд Трамп хотел ввести запретительные пошлины в 145% касательно всей продукции из Китая, что, конечно же, бы полностью обрубило двустороннюю торговлю между двумя странами и, конечно, вергло бы всю мировую экономическую систему в режим коллапса. Как мы видим, этого не произошло. Почему же так? Дональд Трамп все-таки по духу у нас бизнесмен, делец. Можно, конечно, по-разному относиться к его предпринимательским успехам, но он прекрасно осознает, что подобные пошлины могли бы полностью лишить США китайской продукции, а это бы стало непоправимым или даже смертельным ударом по американской экономике, американским потребителям. Опять-таки, из-за чего так? Экономика Китая и экономика Соединенных Штатов, они в крайней степени взаимозависимы. Тут можно принести аналогию сообщающихся сосудов, когда удар по одной части системы в любом случае приведет к неприятным эффектам в другой. Ярче всего, конечно, это отображается в рамках торговли между двумя странами. Вы вряд ли найдете две другие страны, которые имели бы уровень торговли 660 миллиардов долларов и имели бы такой обширный перечень товарной номенклатуры и категорий продукции. Но, опять-таки, мы говорим об экономическом аспекте. Даже есть исследования, что, например, динамика роста американской экономики, она, соответственно, влияет на рост китайской экономики в то же время. Тут мы возвращаемся в контекст международной системы. Что у нас есть США, что у нас есть Китай. Соединенные Штаты — это у нас признанная сверхдержава, здесь вопросов у нас нет. А вот Китай — это у нас своего рода челленджер, то есть игрок, который стремится стать сверхдержавой,
который бросает вызов гегемону, поэтому он challenger, to challenge. И, соответственно, учитывая, что потенциал сторон относительно близок друг к другу, можно по-разному измерять, но относительно близок друг к другу, и отступить ни одна из сторон у нас не может, да и, в принципе, не хочет. Все-таки есть амбиции доминировать над международной системой, так сказать, доминировать над миром. И мы уже который год живем в рамках геополитической конкуренции, геополитического противостояния между двумя крупными игроками, которые, в свою очередь, экономически очень сильно зависят друг от друга. Какие у нас есть козыри игроков? У Соединенных Штатов, конечно же, это устойчивая экономическая модель, мощные финансовые ресурсы, уважаемая резервная валюта, микрочипы. Не забываем, что любое устройство, будь это телефон, будь это холодильник или какое-либо очень сложное оборудование, оно имеет микрочипы, которые, соответственно, помогают этому устройству успешно функционировать. Ну и, конечно же, США отличаются мощным политическим влиянием и, соответственно, разветвленной сетью военных союзов. Возьмем НАТО, возьмем даже азиатских союзников, ту же Японию, Южную Корею, Филиппины, как раз по периметру азиатского региона. Но Китай, опять-таки, не сильно отстает. У Китая очень мощная производительная база. Отсюда у нас вытекает торговое доминирование. Большинство стран мира в качестве главного такого партнера имеют Китай, а не Соединенные Штаты. В то же время Китай отличается активной, я бы даже сказал, проактивной экономической позиции. То есть страна очень активно вовлечена в различные многосторонние форматы. Возьмем, например, крупнейшую зону свободной торговли в РЭП, или, например, проведение инициативы «Один пояс, один путь». И в заключение я бы еще отметил редкоземельные металлы в качестве козыря Китая, поскольку Китай является фактически монополистом в их производстве. И в то же время обратимся к телефону, обратимся к аппаратуре. Практически везде, в небольших, совсем небольших объемах эти редкоземельные металлы используются. То есть в вашем телефоне есть, соответственно, запчасти, связанные с гегемоном под названием США, и есть, соответственно, какие-то компоненты, связанные с челленджером, соответственно, с Китаем. И что же у нас произошло совсем недавно, как раз в октябре 2025 года? А вот на полях саммита АТЭС в городе Кенджу, Южной Кореи, наконец удалось встретиться с президентом США и Китая, Дональдом Трампом и Си Цзиньпина, которые смогли зафиксировать, что стороны у нас не могут победить друг друга в экономической гонке и, соответственно, готовы к определенной конфигурации отношений, в рамках которых они идут на определенные, на конкретные компромиссы. Это, опять-таки, компромисс касательно тарифов, касательно ограничений на экспорт редкоземельных металлов, которые у нас откладываются. Это вопросы поставок сельскохозяйственной продукции и так далее. Конечно же, здесь у нас, учитывая то, что стороны пришли к какому-то общему знаменателю, здесь появляется пространство для решения и некоторых других вопросов. В частности, не исключено, что мирная инициатива на Украине может также относиться к этим особым вопросам. Опять некоторые горячие головы у нас предположили, что наконец-то между США и Китаем наступает мир, но сложно предположить, что в геополитической, геоэкономической гонке какой-либо мир в принципе возможен. Противники у нас фактически остались при своем. Да, они, конечно, смогли договориться об отдельных аспектах отношений, о наиболее животрепещущих или касающихся их непосредственно интересов. Но, опять-таки, корень конфликта, причем достаточно объективный корень, у нас не исчерпан. Соответственно, стороны продолжают конкурировать за влияние в рамках международной системы, за то, чтобы быть признанным гегемоном в ней. И, как мы видим, этот момент у нас не разрешен, и в ближайшие десятилетия
вряд ли хоть как-либо будет. И, как ни странно, стороны это прекрасно осознают, даже если мы посмотрим на результаты договоренности, Китай не отменяет экспортные ограничения на редкоземельные металлы, а откладывает их ввод на следующий год. То есть, да, у нас появляется пауза в целый год, в течение которого произойти может все, что угодно. Опять-таки, предсказать мы с вами вряд ли сможем. И эксперты, экономисты как раз ожидают, что изменение позиции той или иной страны может опять-таки заставить их как-то пересматривать результаты сделки и начать действовать более активно, приводя, соответственно, к противоречиям в тех плоскостях, в тех измерениях, о которых мы сейчас даже не можем предположить. На связи со студией был Роман Файншмидт, востоковед, специалист по Восточной и Юго-Восточной Азии. Спасибо, всего доброго. Небольшая пауза, скоро вернемся и продолжим наш эфир. Новый Geely EX5. Семейный автомобиль, которому можно доверять. Geely. По состоянию на 4-й квартал 2025 года в Израиле продано более 280 тысяч новых автомобилей. Продажи этого года показывают умеренный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Электромобили же занимают примерно 26-27% рынка или около 75 тысяч машин. Продажам помогает волна акций от импортеров. На электромобили и плагин-гибриды скидки доходят до 25-30%. Электрокары становятся популярнее благодаря экономии на топливе, более низким затратам на обслуживание и доступным лизинговым программам. Они не создают выбросов, а значит улучшают качество воздуха. Рынок растет, а сеть зарядных станций продолжает быстро расширяться. Государственная цель к 2030 году перейти почти полностью на продажи электрических моделей. Мир переходит на электромобили. Выбор за вами.